безусловно, из-за того, что Польша переполнена, честно вам скажу, мне кажется, я допустила одну очень серьезную ошибку. Во-первых, потому что вы знаете, что мы жили до этого в маленьком городе с этой Наташиной мамой, и это была просто какая-то жопа. Мне уже хотелось переехать вообще просто любыми путями, любыми средствами, потому что жить так невозможно. Мы, во-первых, ссорились по 3 раза в день из-за нее, во-вторых, атмосфера была совершенно нездоровая, я там волновалась за своих котов и так далее. Но, девочки, сейчас я понимаю, что мне кажется, что я совершила ошибку, потому что изначально я не так планировала. Я не планировала пока что изначально оставаться в Польше. Я ждала, очень крутую программу. Эту программу запустили, но, естественно, если бы я, вам честно скажу, если бы я была одна с кошками, я бы, конечно, заполнила бы вот на эту программу участие. Вот, в частности, меня интересуют англоговорящие страны. Почему меня не интересуют? Потому что, девочки, у меня есть преимущество. Я знаю английский, я английский учила с 1 класса. Понятное дело, да, что за годы отсутствия практики я там немножко что-то забыла. У меня был уверенный upper intermediate. Сейчас, конечно, этого уже нет, да, потому что когда ты не практикуешь язык долгое время, когда ты не совершенно, да, общаешься, да, там я до этого и в Speaking Club ходила, да, где мы говорили на английском с преподавателем, и на курсы я ходила, потому что я планировала серьезное изучение языка, то сейчас, конечно, с этим всем, да, немножко английский подзабыла, но все равно, базовые знания английского языка, они у меня остались. Я изначально, я что думаю, почему я вам рассказываю эту всю предысторию, что мне кажется, что лично я допустила одну очень большую ошибку, что я, во-первых, не настояла на своем, а во-вторых, то, что мы это жили какое-то время в маленьком городе с мамой, это вообще просто порушило все планы, потому что, во-первых, уже хотелось так уехать, что просто не хватало никаких ни сил, ничего, уже хотелось просто смыться оттуда, уже неважно в какой город. Вот. И на тот момент я сконцентрировалась на том, чтобы переехать в большой город в Польше. Но по факту было бы правильно подать заявку на эту программу. Бесплатное жилье для украинцев, куча всяких бенефитов, бонусов и так далее. И я знаете, я засыпаю и ложусь с мыслью, что нужно было сделать по-другому. Вы меня сейчас спросите: Жанна, а что тебе мешает сделать это сейчас? Сейчас мне это мешает во-первых, вопрос по поводу животных. Обязательно для того, чтобы перемещаться куда-то дальше, нужно сделать тест на антитела. Тест на антитела здесь стоит денег. Те документы, которые сделали для легализации животных, которых я до этого показывала, они нам выдали просто европейскую справку о том, что животное заехало из Украины. Но не выдали ни паспорт, ничего, хотя я где-то подозревала, но нам, что нужен паспорт ЕУ. Но нам сказали, что этой справки, достаточно для передвижения. Но оказалось, что недостаточно. Если ты хочешь эмигрировать в какую-то другую страну, нужно делать паспорт, нужно делать тест на антитела. В чем проблема с паспортом? Проблемы с паспортом, в принципе, нет, кроме того, что на них большая очередь в крупных городах. То есть, если его куда-то ехать делать, то это очень-очень маленький город. Это надо все узнать. Следующий момент, что в некоторых странах для украинцев вся история, она бесплатная. В Польше такого нет. Короче, девочки, в Польше такого нету такой истории, что можно где-то сделать. Да, мне бесплатно сделали вакцинацию, но паспорт бесплатно не сделает. Тест на антитела бесплатно не сделает. Но я читала сегодня, что девочки в Эстонии и в Словакии вообще все бесплатно сделали. То есть паспорт и так далее. Здесь же паспорт стоит 250, вроде как, 250 злотых, это паспорт и тест на антитела. В общем говоря, но даже не эта загвоздка. Загвоздка еще в том, что для того, чтобы, понятное дело, что люди, которые попали в эту программу в первых числах, а я следила за этой программой, и я могла подать на эту программу в первых числах. Вот. Все эти люди, я так понимаю, заняли самый хороший вариант, то есть у них было из чего выбирать. Вот. Почему я не говорю какая-то страна? Потому что я не хотела бы каких-либо, скажем так,
негативных комментариев, вот, поэтому я просто рассуждаю, что, может быть, мне стоило поехать в другую страну, где немножечко проще с бьюти-индустрией. Следующий момент, потому что здесь действительно в Польше, ну, это не так развито, как, допустим, в Украине. Следующий момент, я знала, что страна, вот, которую я также рассматривала, но опять же, именно из-за того, что мы, вот тогда я была в таком ужасном состоянии, да, когда, ну, честно говоря, это какое-то моральное насилие, ссоры дома, то, как бы, ну, я была уже, как бы, согласна, знаете, на все, чтобы прийти в себя. Так вот, я сейчас пришла в себя, и я понимаю, что надо было это делать. Украинцы, наверное, поймут, о чем я говорю, про какую я программу говорю. Ну, короче, типа, в чем загвоздка? Загвоздка в том, что это достаточно дорого делать, типа, все для животных. Это первый момент. Но даже если опустить вот эту всю ситуацию, деньги, в принципе, можно там, да, сейчас заработать и так далее. Животное, для того, чтобы оно не было в карантине, нужно сделать этот тест на антитела и ждать 90 дней. Могут забрать на карантин. Плюс нужно будет найти там, скажем так, приглашающую сторону. Я уже не говорю о том, что вся эта поездка, как бы, она может вылиться вообще в круглую сумму в финансовом плане. Но, опять же, есть варианты, как добраться туда максимально бюджетно. Но, понимаете, у меня вот это такое вот ощущение, что у меня вот возможности, они у меня ускользают из-под рук. Я объясню, почему. Возможности в том числе связаны не потому, что, как сейчас многие могут начать писать всякие гадости, что Иджат, он там хочет получше где-то устроиться. Девочки, я не хочу где-то получше устроиться, я хочу работать. Работать пока что я хочу, понимаете? Я не хочу где-то получше устроиться, или кому-то сесть на уши, или на спину, или на шею. Нет, я хочу и адекватно понимаю, что возможности трудоустройства и знания английского языка, многие люди в США, летят вон без английского языка. Я вообще не знаю, как они там что-то делают. Но для меня возможность трудоустройства — это важная такая часть. Вот, и несмотря на то, что я сейчас нахожусь в Польше, безусловно, я занимаюсь вопросом трудоустройства. У меня есть какие-то серьезные сдвиги в этом плане, да. Но, как бы, вы понимаете, у меня вот это ощущение, что у меня упущенная возможность какая-то есть. Что, может быть, стоит это сделать. Что, может быть, стоит взять и рискнуть всем. И начать вот собирать документы на эту программу. Но вот если бы я одна была, девочки, если бы я была одна, если бы я была без животных, все намного было бы проще, дешевле. Не нужно было никаких затрат, но я понимаю, что это мои животные, это моя ответственность. Я не могу без них, понимаете, не могу их бросить. Я не могу их сдать в приют, как многие писали. Нет, я люблю своих животных. Я их не для того спасла с улицы маленькими котятами, чтобы они жили где-то в приюте или непонятно у кого, непонятно в каких условиях. За животных я несу полную ответственность. Я вам гарантирую, что я их не брошу. Но просто это на самом деле тяжело. И там одно дело был бы у меня один котик, а совершенно другое дело, когда у меня много животных. Понимаете? Финансы растут, ну не знаю, девочки. Короче, я в большом замешательстве, не знаю, надо ли рассказывать про эту программу, что она себя включает, или стоит только послушать это на Фейсбуке, посмотреть. Вот, но я... Sorry. Меня чуть, короче, не сбили на велосипеде. Вот. Минутка юмора. Короче, я не знаю, девочки, но я считаю, что надо думать. У меня вот это вот ощущение каких-то упущенных возможностей, оно меня не покидает. По поводу той страны, в которую я хочу ехать, однозначно будет очень серьезная подготовка, в том числе документальная. У меня есть этот шанс. У меня однозначно есть этот шанс. И мое большое преимущество в том, что многие люди едут туда вообще без знания языка. Не знаю, как они разбираются. Но у меня-то есть это знание языка, понимаете? Это может быть моим преимуществом. В том числе, да, вот многие говорят, ты там хочешь как-то получше устроиться, тыры-пыры, девочки мои хорошие. А вы бы не хотели трудоустроиться повыгоднее? Каждый человек для себя ищет
выгодное трудоустройство, выгодного работодателя, классную компанию. В этом нет ничего такого, за что можно меня в целом, понимаете, осуждать. Ничего такого в этом вообще нету. Это нормально, что человек себе ищет, если ему нужно работать, если ему нужно снимать квартиру, там, да, либо если он в такой ситуации. Понятное дело, что люди ищут варианты не где бы что-то бесплатно получить, а как можно реально туда устроиться, да, и в какой стране. Понятное дело, что люди, которые знают немецкий, они поехали в Германию, потому что там они смогут говорить на этом языке. Понимаете? Фух. Вот как-то так. Не знаю, что делать, девочки. Напишите. Есть мысли у меня. Вот, но пока что не хочу как бы все рассказывать. Но я в себе очень уверена, но нужно просто все узнать, надо ли мне здесь, как бы это серьезная очень страна, надо ли мне, вероятнее всего, нужно будет какие-то курсы проходить, находясь здесь, посчитать вообще свои ресурсы и, конечно же, начать там какие-то подготовки минимальные, да, узнать, что по документам больше и конкретнее требуется. Но вот у меня как бы загвоздка это именно животное. Вот. Я занимаюсь трудоустройством в Польше. Безусловно, нужны деньги, потому что оплата квартиры, она жрет очень много денег. Но, как бы думаю, что вообще, напишите, пожалуйста. Особенно мне будет очень интересно мнение украинцев, которые вот приехали в Польшу и поехали куда-то дальше. Куда вы поехали, девочки? И вообще, почему вы поехали дальше? Вот, потому что, когда я еще в первые дни, когда мы только заехали в Польшу, я встретилась с женщиной. Короче, не знаю, девочки, я чувствую, что моя собственная жизнь, она, да, типа в моих руках. Вот. И я считаю, несмотря на то, что я очень сильно хочу вернуться домой и так далее, но если мне где-то придется долгое время работать, то почему бы не попробовать? Не знаю, девочки, я боюсь. Мне все страшно, я чувствую себя, честно вам скажу, вот только благодаря тому, что у меня есть канал, на котором я могу рассказать свои мысли, получить какой-то совет от своих девочек. Только благодаря этому, знаете, я как-то еще типа держусь. Но мне вообще на самом деле страшно. Честно вам скажу, мне страшно, одиноко, но я верю в себя, я верю, что я могу прорваться, я верю, что я смогу зарабатывать, да. Ну, не знаю, как-то так.